Привет, 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 песеры, с вами Морж. Достаточно много вопросов у меня в комментариях по поводу номинальных контрактов, где брать, что делать, кого брать за них, если ты их уже получил. В общем, эту тему с вами сегодня я и хочу разобрать. Если, конечно же, ты знаешь, что, как, чего и куда, то ставь лайк и проходи дальше, но если не знаешь, то советую тебя внимательно послушать. Итак, номинальные контракты у нас можно получить в целях. Допустим, 4-звездочный контракт можно получить, сыграв в Dream Team в соревнованиях. Играете один матч и получаете 4-звездочный контракт. По-моему, ничего сложного в этом нет. Можно получить 3-звездочный контракт. Аналогично. Читаете условия для получения, играете один матч и получаете 3-звездочный контракт. Как вы видите, двоечку и пятерку я уже получил. Пятерка вообще самое простое. Нужно просто сыграть 5 матчей с искусственным интеллектом. И все. У тебя есть 5-звездочный контракт, ты можешь за него взять игрока. Также 5-звездочные контракты и 4-звездочные можно получить в премиум целях, если вы их купите. Как вы видите, тут можно вот получить пятерочку, двоечку, четверочку. И, по-моему, еще где-то тройка. Да, вот она, тройка. В принципе, на обычной цели все. Если вы купили цель Special, то здесь можно получить несколько пятерок. Тут у нас 2 двоечки. Дальше вот 2 пятерки. По-моему, еще 2 четверки должно быть. Да, 2 четверки есть и 2 тройки тоже должно быть. В общем, если вы прошли все эти цели, купили их, конечно, и прошли, то можно получить достаточно большое количество номинальных контрактов. А теперь давайте потихонечку будем разбираться, где их тратить и стоит ли их тратить вообще, стоит ли их тратить сейчас или может подождать. Короче, буду вам все это дело показывать. Давайте сейчас перепрыгнем на ПК, там это будет немножечко удобнее. Итак, мы с вами уже на ПК. Давайте смотреть, кого за эти номинальные контракты можно взять и есть ли смысл брать вообще кого-то. Для начала хочу обратить ваше внимание, что у номинальных контрактов есть срок действия. Вот вы можете нажать внизу на номинальный контракт и вы видите, те контракты у вас есть и когда срок действия заканчивается. При этом, я думаю, все понимают, это вполне себе логично, что до окончания этого срока стоит потратить номинальный контракт, даже если игрок вам не нужен. Вы сможете его хотя бы кликнуть и получить опыт. За номинальный контракт у нас есть, значит, сборные, Лига Чемпионов, Лига Европы, как я понимаю, и J-Дивизион 1, Японская лига. Начнем с того, что я брать вообще не рекомендую. Значит, это национальные сборные и это J-лига. В чем здесь проблема? Да, с одной стороны, здесь есть игроки с рейтингом 92, Беллингема, я знаю, многие хотят, ребят, но смотрите, у этих игроков нет уровней прокачки вообще. То есть ими придется играть тем стилем, который у них развит на максимум. Допустим, у Беллингема это контратака длинная, вот она у него 80. Если вы играете длинную контратаку, да, он вам может пригодиться. Но если вы играете контроль мяча, то у него будет 54, и никаким образом вы ничего не исправите. Поэтому очень-очень узконаправленные игроки, мягко говоря, что здесь, что, собственно, в J-лиге, хотя, ну, вряд ли, мне кажется, что в наших краях J-лига кому-то будет вообще интересно. Здесь 2-звездочные игроки максимум, но тоже, обратите внимание, уровней прокачки у них нет, поэтому таких игроков стоит брать только если он подходит под ваш стиль игры. То этот вот у нас товарищ Кастро тоже у нас под длинную контр-атаку. А вот Лига Европы и Лига Чемпионов у нас слегка поинтереснее. Давайте начнем с Лиги Европы и вишенкой на торте, так сказать, закончим по Лиге Чемпионов. Кто мне здесь показался достаточно неплохим? Ну, во-первых, выделю футболиста Леона. Вот, давайте, сейчас он откроется. Значит, у него 5 уровней прокачки, то есть 4 уйдет на прокачку, 8 статов мы получим. Во-первых, мы можем немножечко хотя бы выровнять стиль команды. Во-вторых, в принципе, он обладает неплохой скоростью и ускорением, и остальными статами, ну, такими относительно в балансе. Для рейтинга 84 уж точно в балансе. Это не 90, это не 95, поэтому все 70+, вполне себе неплохо. На левом нападающем может быть крайне неплохо. Если вы играете быструю контратаку, 8 статов, я бы, допустим, 1 стат кидал в стиль команды, 7 еще бы у меня оставалось, я бы ему увеличил ускорение и, возможно, увеличил пас. Ну вот какая-то такая карточка у меня получилась бы. Это если 3-звездочный игрок. Если 4-звездочный игрок, мне отсюда нравится Малиновский, не потому что он мой земляк, а действительно вполне себе неплохой атакующий полузащитник, и 181 роста есть, и кое-как он бегает, и пас в принципе присутствует, дриблинг кое-какой есть, и атаковать умеет, и реализация есть. Опять же, такой себе универсал. У него 6 уровней, то есть 10 статов на прокачку. Опять же, он хорош для быстрой контратаки. Я бы ему поднимал немножечко ускорения, это поднимет и умение защищаться. И, наверное, остальное бы вкинул, скорее всего, в пас. То есть такой парень, чтобы
Ой, не умение защищаться, умение атаковать, конечно же. Чтобы парень и в атаке мог помочь и реализовать, и при этом хорошую передачу мог отдать. Хорошая 4-звездочная карта, чисто по статам. Ну и Райс здесь 5-звездочный, его вот я бы не брал, потому что у нас есть по номинальным контрактам Лига Чемпионов, и она явно поинтереснее. У него 5 уровней прокачки, то есть 8 статов, не слишком все хорошо с ускорением, зато очень все даже неплохо с защитой. Крепкий паренек, тем не менее, до топа, до 5-звездочного игрока, мне кажется, он не дотягивает. Ну, это мое личное мнение. Ну и Лига Чемпионов. Здесь у нас все интересней. Здесь у нас все интересней, футболистов больше. Морес, вот по нему могу сказать, потому что, вы знаете, за Манчестер Сити я проходил дивизионы, не сильно он мне вкатил. Ну, серьезно, вроде и бегает, вроде отдает, а чего-то какого-то вау-эффекта от него, к сожалению, нет. У него 7 уровней прокачки, то есть 12 статов будет на раскидать, вот, но Мореза я бы, к сожалению, не брал. Здесь у нас, да, все игроки 5-звездочные. Модрич, на нем стоит остановить свое внимание, если вам хороший нужен центральный полузащитник. Не скажу, что он лучший, для меня, вы знаете, центральный полузащитник должен уметь хорошо и в защиту. Модрич в защиту не то чтобы хорошо умеет, при этом вполне себе неплохо бегает, есть хороший баланс, есть классный пас бы я ему и выкачивал, и все хорошо у него с дриблингом, реализация разве что хромает. 7 уровней у него, то есть 12 статов, если вы играете контроль мяча, 1 стат в стиль, вот, и 11 статов на раскидать. Я бы, наверное, поднимал ему пас низом и навесом на 4, стал бы пас низом 91, пас навесом 90 у него, и скорее всего, вытянул бы дриблинг. То есть, чтобы был такой дриблер, распасовщик на центральном полузащитнике. При этом он имеет стиль дирижер, в принципе, который распасовщиком у нас и является. Пареха, это у нас примерно то же самое, что и Модрич, только испанец. Тоже дирижер, тут вообще со скоростью ускорением беда, тоже неплохой баланс, тоже не умеет защиту и тоже обладает классным пасом. Чисто аналог Модрича, но я бы все-таки брал Модрича. Мне кажется, это было бы поинтересней. Жао Канцело, вот это интересный вариант на правого защитника, если вам нужен хороший атакующий защитник, если у вас нет Арнольда, например, он вполне себе неплох, тоже имеет 7 статов, не то, что прям хорошо умеет защиту, но при этом достаточно неплохо бегает, раз, а во-вторых, есть классный пас навесом 2. Если у вас высокие футболисты на центральных нападающих и защита активно подключается, я бы вам Канцело, конечно же, рекомендовал бы. Заточен он под стиль контроль мяча, контратака длинная и по всему полю. Тут, в принципе, 3 стиля, которые он вполне себе может заиграть. Достаточно неплохой выбор, если вам нужен правый защитник. Куртуа, здоровенный бельгийский Куртуа, тоже вполне себе я вам его советую. Заточен он у нас под контроль мяча, остальные стили херня, конечно, 5 уровней, то есть всего лишь 8 статов на прокачку. Ну, грубо говоря, опять же, 1 уйдет, если вы играете контролем мяча в сыгранность, а остальное закидываем в вратарские статы. Классный рост, мне нравится стиль обороняющийся вратарь. Куртуа достаточно надежен, у меня сколько стоял, к нему никаких претензий. Нужен хороший вратарь, конечно же, берите. Левандовский один из самых дорогих, или самый дорогой, да, самый дорогой центральный нападающий нашей игры. Короче, это, наверное, первая цель, которую стоит брать. Да, особо не бегает, тем не менее, великолепнейшее умение атаковать и великолепная реализация позволяет Левандовскому творить чудеса на поле. А к этому он еще и головой играет, и корпусом кое-каким обладает, и сила удара в принципе присутствует. Короче, Левандовский действительно классный. Да, это парень не про парного форварда. Пас низом, пас навесом у него печальный. Да, у него нет хорошего дриблинга, но он всегда будет вырываться из-за спин защитников и всегда будет забивать. У него 6 уровней прокачки, 5 уйдет на прокачку, то есть 10 статов. Заточен он под быструю контратаку, опять же, 1 стат на быструю контратаку и 9 можно раскидать. Как бы я раскидывал? Я бы добавлял 4 ускорения, это увеличит ускорение на 4 и умение атаковать на 4, будет 91. И, наверное, скорость общую я бы ему не увеличивал, потому что, ну, скорость и ускорение я примерно предпочитаю держать в равных долях. Скорее всего, я бы добавил ему дриблинга и удержания, контроль, дриблинг и удержание. Почему? Потому что все-таки контроль мяча для центрального нападающего тоже достаточно важен. И вот я бы его раскачивал так. Ну а так, конечно, самый дорогой нападающий нашей игры, если есть возможность его взять на халяву, то, конечно же, его стоит брать. Далее у нас Каримушка Бензема, претендент на золотой мяч в этом году. Такс, тоже он у нас 5 звезд, но здесь у него достаточно своеобразный стиль, оттягивающийся форвард. Чтобы вы понимали, это нападающий, который получает мяч, грубо говоря, оттягивает защиту вместе с собой к центру поля и выдает передачу на
допустим, правого вингера или левого вингера, которые заходят уже и реализуют. Как вы видите, пас низом у него аж 80, что для центрального нападающего достаточно много. Да, не особо быстрый, при этом тоже имеет классное умение атаковать и реализацию. Выбор будет достаточно хороший, если вы болеете за Реал Мадрид, конечно же, либо собираете сборную Франции. Заточен он под контроль мяча, 6 уровней, то есть 10 статов, 1 на контроль мяча, грубо говоря. Я бы ему поднимал ускорение, и я бы ему поднимал... наверное, реализацию. То есть вывести умение атаковать будет больше, чем 90, и реализация будет под 90. При этом пас останется. Пас я не считаю смысла здесь какого-то качать. То есть, ну, что 80, что, допустим, будет 84, особой разницы я вряд ли замечу. Поэтому я бы его раскачивал вот так. Ну и Салах тоже дорогущий игрок, стоит больше миллиона в нашей игре. Собираете Ливерпуль, может, собираете сборную Африки, вдруг собираете Египет, стоит его брать. У него всего лишь 5 уровней прокачки, то есть 8 статов будет на прокачку, и в принципе затачивается он и под длинный пас, и под быструю контратаку, и под контроль мяча. Но под быструю контратаку нужно будет 1 очко в стиль, под контроль и под длинный пас 2. Ему я бы прокачивал ускорение, то есть у него бы увеличилось умение атаковать и ускорение. Ну и если что-то остается, уже прокачивал бы реализацию. Скорость бы не трогал, 90 в нашей игре с головой. Баланса хватает, пасом он особо никаким не обладает. Вот Салах отличный партнер для Бенземы. Бензема оттянул вместе с собой защиту, выдал передачу на Салаха, у него классное умение атаковать, скорость и реализация. Салах ворвался, Салах реализовал. В принципе, всех игроков мы посмотрели. Надеюсь, это видео было вам полезным, вы разобрались, что такое номинальные контракты, где их брать и на кого их тратить. Да, не все контракты у нас закончатся через 25 дней, вот у меня тут это самые-самые ранние просто, у вас счетчик должен быть гораздо больше. Будут ли после этих игроков какие-то другие игроки? Конечно, будут, но какие, мы не знаем. Поэтому сейчас все-таки я вам советую минимум взять Салаха и минимум взять Левандовского, потому что они просто дорогущие в нашей игре. Если у вас их нет, то их стоит брать. Но если они у вас есть в виде обычных карточек, то брать их не стоит. В принципе, они особо не отличаются. В некоторых моментах они даже хуже, чем обычные карточки. Но это отличный способ для новичка получить дорогущих игроков и собрать конкурентный состав. Надеюсь, объяснил все понятно. Пиши в комментариях, кого ты уже взял за номинальные контракты, я с удовольствием почитаю. А на этом прощаюсь. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.